Сегодня я дам вам 5 мемкоинов, которые могут вырасти в 1000 раз. И это не преувеличение. Будьте внимательны. Начинаем прямо сейчас. На этом бычьем рынке мы видим много мини-сезонов мемов. Мы наблюдаем, как мемкоины скупаются после дампов. Люди покупают мемные монеты. Полномасштабный сезон мемов начнется рано или поздно. По сути, он означает безумную прибыль. И безумная прибыль — это мягко сказано. Я имею в виду прибыль, от которой отвиснет челюсть. Серьезно, вам придется буквально поднять челюсть с земли и поставить ее на место. Ну, вы поняли. И мы уже видели значительный рост монеты Пеппе в начале бычьего рынка. Мы это предсказали. Она принесла огромную, астрономическую прибыль. Но сейчас мемкоины сходят с ума. Прошло уже несколько мини-сезонов мемов. И меня спрашивают: Пол, какая монета будет следующей Пеппе? Или Пол, какую монету мне стоит приобрести рано, чтобы получить эту потрясающую прибыль? Что ж, я расскажу вам о 5 из них в этом видео. Но, пожалуйста, имейте в виду, что мемкоины и криптовалюты в целом, но особенно мемкоины, влекут за собой чрезвычайно высокий риск. Так что, пожалуйста, будьте ответственны. Очевидно, что я гений и, несомненно, очень хорошо выгляжу. Но я не финансовый консультант и не могу давать финансовые советы. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором ведущий рассказывает, какие мемкоины могут вырасти в 1000 раз. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Итак, во-первых, чтобы получить потенциально 1000-кратные мемкоины, мы должны рассмотреть несколько факторов и помнить о них. Во-первых, должен быть потенциал роста. Эти монеты, мемные монеты, должны быть новыми мемкоинами или находиться вне поля зрения. То есть их никто еще не обнаружил и не перешел на определенную цепочку, чтобы обнаружить эти монеты. Во-вторых, мы хотим найти монеты, которые не будут брошены разработчиками. Не должно быть таких ожиданий. Так мы сможем поддержать их немного дольше, чтобы потенциально получить 1000-кратную прибыль, если это имеет смысл. В-третьих, нам нужны монеты, для получения которых придется потрудиться. Мы хотим получить их рано, гораздо раньше других людей. Должно быть немного трудно достать их. Но не настолько трудно, чтобы никто не смог их достать. Другими словами, раньше мемкоины в основном были на эфириум. Затем они начали активно продаваться на Solana. В начале на Solana все было сложно, но затем люди стали на нее переключаться. И вы видели, что случилось с мемкоинами на Solana и какую прибыль они принесли. Вначале было трудно, но не настолько, чтобы люди не могли научиться и переключиться для получения мемкоинов. Понятно? Ладно, давайте углубимся, и вы поймете, что я имею в виду. Фокси. Итак, во-первых, у нас есть токен Фокси на Linea. Вам нужно купить Фокси в сети Linea. Это может показаться немного сложным и запутанным, но это не так. Нужно сделать все так же, как в самом начале знакомства с Solana. Фокси является официальным мемкоином MetaMask. А сеть Linea основана на MetaMask. Ранние пользователи MetaMask получили Фокси в рамках аирдропов. Многие удержали ее, многие продали. По мере того, как больше людей будут заходить на Linea, а так и произойдет, потому что MetaMask поддерживает и продвигает ее, Фокси будет первым токеном, мемным токеном, который они начнут использовать. Другие мемные токены и монеты также будут продаваться на Linea. Но Фокси — ваш лучший выбор. Если хотите, Dogecoin этой цепочки.
Если посмотреть на динамику цен за неделю, то видно, что цена упала и пытается подняться. И если она сможет преодолеть вот это сопротивление и создать поддержку, то очень скоро сумеет бросить вызов рекордным показателям. А вслед за преодолением рекордных показателей можно ожидать прорыва в голубое небо и открытия цены. Еще раз, вы должны понимать, что Linea и Foxy — это очень новые технологии. У них большой потенциал роста. Если вы хотите узнать, как купить Foxy на Linea, я оставлю ссылку вот здесь, а также в описании к ролику, чтобы вы могли посмотреть видео в будущем. Так вы сможете перейти на Linea и начать покупать мемкоины. Далее у нас Брэд, лучший друг Пепе, который, как утверждается, находится на Base, в цепочке Base. Брэд — это вот этот парень. Далее следует шутка, которая, скорее всего, запрещена на территории РФ, так что мы ее вырезали. Если честно, из-за этого мне некомфортно находиться на сайте, но чего не сделаешь ради прибыли. Брэд — это мемкоин, привлекающий внимание к цепочке Base. Помните, Base принадлежит Coinbase. Coinbase запустила Web3-версию Base. Мы говорим о массовом внедрении, о большом количестве пользователей, присоединяющихся к цепочке. Как и Linea, Base — совершенно новый продукт. Если посмотреть на динамику цен, на стоимость Брэд за 7 дней, то мы увидим постоянное падение цены. На мой взгляд, она нашла поддержку в этом диапазоне. И монета должна начать подниматься, чтобы бросить вызов рекордным показателям. Если она превысит их, на данный момент рекорд 0,085, то будут прорыв в голубое небо и открытие цены. Тот факт, что стоимость так сильно упала, дает вам второй шанс, повторный вход. И лично я считаю, что вы должны им воспользоваться. Когда мы говорим про ценовое движение и падение Брэд в цепочке Base, то вокруг Брэд было много неразберихи. Хотя я считаю ее необоснованной. Будут проекты, которые отнимут долю рынка у Брэд, но также приобретут поклонников на цепочке Base и попытаются стать официальным мемкоином цепочки. Один из них — Normi. Normi — это мемкоин на Base. Я действительно верю, что она займет свою долю рынка. Мне очень нравится то, что они делают. Если хотите, это нормально. Но в целом Normi — это еще одна монета, на которую стоит обратить внимание, если речь идет о мемкоинах на Base. Посмотрим на динамику цен. Опять же, длительное постоянное падение дает вам второй шанс попасть в монету. И если цена сумеет поднять и преодолеть рекордный показатель 0,07, что я считаю вполне реально, я действительно верю, что Normi может это сделать, то монета может стать потрясающим вариантом и принести вам огромную прибыль благодаря прорыву в голубое небо и открытию цены. Пока мы находимся с Base, давайте поговорим про Base NG. Познакомьтесь с собакой Benji. Это еще один мемкоин на Base, который может занять большую долю рынка или отобрать долю рынка и получить большое внимание. Ну как бы это старейшая порода собак в истории. В ее имени есть Base. Так что это идеальный мемкоин. Да, наш фундаментальный анализ мемкоинов совершенно уникален. Предложение составляет 1 миллиард токенов. Налоги нулевые, и они уже отказались от контрактов и сожгли ликвидность. Если вам интересно, как купить монету, то это довольно просто. У них есть видео на сайте. Но опять же, я оставил внизу ссылку на инструкцию по покупке в сети Linea. Эта процедура в Base почти аналогична. Посмотрите тот ролик и решите, для вас это или нет. Далее у нас токены SRC-20. Не удивляйтесь. Дайте мне объяснить. Видите ли, не так давно появились токены BRC-20 и ординалы, использующие Taproot. Люди не осознавали, что это сильно замедлило биткоин, поскольку использовался второй уровень.
Обсуждалось, можно ли это сократить. Другими словами, удалить, вырезать. По сути, вы бы потеряли свои токены, и таких токенов в биткоине больше не было бы. Следовательно, не было бы никаких проблем. Сейчас это крайне маловероятно. Но никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Токены SRC-20 немного отличаются. Эти токены размещены в UTXO биткоина. От них нельзя избавиться. Пока существует биткоин, существуют и токены SRC-20. И я был первым, кто говорил об этом, и одним из первых, кто говорил об этом более 10, 11, 12 месяцев. И мы вошли вниз рано, добились огромных успехов. Но люди замечают их только сейчас. Первый токен SRC-20 попал в список KuCoin, Stamp попал в список KuCoin, и другие токены последуют за ним. Здесь вам следует обратить внимание на монету Kevin. Это была первая монета, выпущенная в качестве токена SRC-20. Многие думают, что это была Stamp. Нет, это был Kevin. Люди еще не осознали этого. Но это вполне может стать следующей монетой, которая попадет в листинг на крупных биржах. Есть еще много монет, на которые стоит обратить внимание. Например, Pepe и Dodge. Это мемкоины Пицца, Бобо и так далее. Я снял целое видео про марки токены SRC-20 и то, как их купить. Оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли открыть ролик после просмотра этого видео. А также я размещу несколько видео по покупке токенов BRC-20. Например, как купить мемкоины на BRC-20, а также как купить Dodge на DRC-20. Что такое DRC-20? DRC-20 — это как токены BRC-20 и CRC-20 на биткоине, но на Dogecoin. То есть на Dogecoin, оригинальном мемкоине, тоже имеются токены. И мы можем увидеть, как мемкоины эволюционируют в ту сторону с течением времени. Еще одна вещь, которую вам следует делать — фиксировать прибыль по мере роста. Я знаю, что мы стремимся к тысячекратному росту, но, возможно, этого не будет. Может, ни одна из монет этого не достигнет. Вам следует фиксировать прибыль по мере роста. Забирайте прибыль на 50-кратном росте, на 100-кратном росте, на 300-кратном росте. Каждый раз, когда случается общее падение. И да, так бывает, что случается массовое падение. Вы сумеете выкупить часть этой прибыли, а затем вновь фиксировать ее по мере роста. Вы не хотите слишком долго сидеть с мемкоинами. Вы хотите получить прибыль как можно скорее, понятно? Если вы хотите увидеть монеты, которые можно долго хранить, то обязательно посмотрите вот это видео. Эти мемкоины можно хранить в своем портфолио. Не стоит пропускать этот ролик. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Берегите себя. Увидимся. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.